Во времена правления династии Османов каждый гарем имел своих евнухов. Евнух – это мужчина, перенесший операцию по кастрации еще в детстве. Чтобы перенести такую операцию и выжить, требовалось быть любимчиком Всевышнего. Операции в то время проводились весьма жестоко и очень болезненно. После операции лишь 1 из 10 мальчиков выживал. Это обуславливалось тем, что тогда не применялись никакие обезболивания и анестезии. Иногда пациентам могли дать какой-нибудь слабый наркотик, но боль все равно оставалась. Маленьким мальчикам удаляли мужское достоинство, а рану затем прижигали. Использовали различные способы, начиная от прижигания огнем и закапывания в раскаленный песок на несколько дней до кипящего масла. Выживших после такой операции были единицы, но их последующая стоимость компенсировала все издержки. Ситуация в дальнейшем улучшилась, когда один предприимчивый бывший евнух организовал свое дело по подготовке и продаже евнухов. Он решил привлечь опытного врача, который успешно проводил такие операции, и выживало потом 8 мальчиков из 10. Обучение будущих евнухов занимались очень серьезно, ведь неизвестно, куда в дальнейшем попадет этот евнух. И если в гарем самого султана, то это становилось отличной рекомендацией для продавца. Невольники, из которых делали евнухов, были разных национальностей и цвета кожи. В основном это были представители африканских племен, но встречались и светлокожие евнухи. Образование для мужчин-евнухов тоже составляло важную часть подготовки к жизни во дворце. Так как мальчиков кастрировали еще в юном возрасте, до начала полового созревания голос у них оставался высоким и чистым. Часто их голоса сравнивались с женскими, ведь после операции нарушался гормональный баланс в организме. Это приводило к тому, что и внешние евнухи с возрастом начинали походить на женщин. Среди них нередко встречались музыкально одаренные люди, которые оставляли свой след в истории искусства. Но даже если специально обученный евнух не попадал в гарем султана, он всегда мог рассчитывать попасть на службу какому-либо другому важному государственному деятелю. У каждого мусульманина был свой гарем, пусть и не такой большой, как у султана. И там тоже всегда требовались евнухи, так что эта специфическая каста невольников была весьма популярна и востребована в Турции. После жестокой операции в юности у всех евнухов возникали проблемы со здоровьем. Главной их проблемой был поход в уборную комнату. Если заглянуть в эту комнату, то можно увидеть красиво украшенное и опрятное помещение с полом, выложенным плиткой. Делалось это неспроста. Очевидно, для поддержания чистоты в этом общественном месте каменный пол был наиболее удобен. Несколько раз в день специальные рабы наводили там порядок и омывали полы чистой водой. Также там имелись как открытые кабинки, так и имеющие между собой перегородки. После операции у всех евнухов были проблемы с мочеиспусканием. Уретра после такой операции быстро зарастала, и чтобы они могли нормально сходить в туалет, им приходилось постоянно носить при себе специальные серебряные иглы, чтобы иметь возможность проделать отверстие и помочиться через трубку. Как альтернативу многие использовали своего рода пробки, которые препятствовали зарастанию уретры, но это тоже мало им помогало. Все они страдали недержанием. Их всегда окружал ореол неприятного запаха. В результате такого полученного увечья мочеполовая система не могла нормально функционировать. И именно поэтому к евнухам султанского гарема предъявлялись особые требования к личной гигиене. Большая часть придворных евнухов, как уже говорилось, были родом из Африки. Африка – это весьма жаркая страна, и наличие воды для соблюдения личной гигиены было ограничено климатическими условиями. Местные жители не могли позволить себе принимать ванны и совершать омовения по нескольку раз в день. Поэтому невольники, попадавшие в гарем повелителей Османской империи, невольно благоговели перед той роскошью, которая была отныне им доступна. Ведь с этих пор они получали особый статус во дворце султана.
Они должны были быть всегда опрятны, чисто вымыты и приятно пахнуть. Эти люди общались с близким окружением султана и не имели права на ошибку. Евнух, за которым замечалось пренебрежение в гигиене, удалялся из дворца и в дальнейшем уже вряд ли мог занять высокое положение. Для евнухов во дворце султана было отведено отдельное крыло для принятия водных процедур. Хамам, построенный специально для евнухов, представлял собой своеобразный комплекс, в котором было все, начиная от отдельных кабинок для мытья одного человека, для бассейнов для общего омовения нескольких человек. Приходя сюда, евнух первым делом снимал всю одежду и обувь. Для этого предназначалась отдельная теплая комната. Обувь и одежду можно было сложить на специальные полочки. После этого евнухи приходили либо в общий зал, где имелись отдельные источники с холодной и горячей водой, либо уединялись в отдельных кабинках, а по завершению мытья переходили в общий бассейн, чтобы немного расслабиться и отдохнуть. Среди евнухов, обслуживающих гаремы султанов, средний возраст их составлял от 15 до 40 лет, ведь с течением времени в результате гормонального дисбаланса в организме таких невольников происходили изменения. Ближе к 40 годам евнухи зачастую набирали лишний вес, становились более вялыми и не так быстро могли выполнять свою работу. За хорошую службу они могли получить в награду от султана свободу и по своему желанию переехать в другую провинцию, либо остаться в Стамбуле. Часто евнухи принимали решение завести семью и свой собственный гарем, но только с разрешения повелителя. Желание жениться и усыновить ребенка обуславливалось тем, что на заре своей жизни эти люди тоже хотели почувствовать тепло и заботу близких, а не насмешки и оскорбления, которых в их жизни и так было достаточно. Многие из них в качестве благодарности от султана назначались пожизненные выплаты, на которые они могли безбедно прожить остаток своих дней.